Сегодня приготовим прекрасный суп. Одна из подписчиц писала мне, что очень хотела бы узнать рецепт капустняка. И вот решила показать один из своих любимых вариантов приготовления. В каждом регионе его готовят по-своему, и каждая хозяйка добавляет что-то свое особенное. Сегодня покажу, какой рецепт у меня дома нравится всем. Получается очень насыщенный, питательный и невероятно вкусный. Начинаем с мяса. У меня сегодня свинина, не очень жирная, но можете брать любое мясо, которое вам нравится. Нарезаю его не мелкими кусочками, так мясо лучше отдаст свой вкус бульону. Ставлю мясо отвариваться. Пока мясо начинает готовиться, займемся пшеном. Заливаю его водой и промываю несколько раз, пока вода не станет прозрачной. Список всех продуктов найдете в описании под видео. Обязательно сохраните рецепт, чтобы не потерять. Знаете, как бывает часто. Посмотрели, понравилось, а потом не можем найти то видео, которое нужно. Накрываю крышкой и оставляю вариться, а когда закипит, снимаю пенку. А теперь картофель. Кладу картошку целиком, не режу. Почистила, помыла и прямо целые картофелины отправляю в кастрюлю к мясу. Картофель должен полностью свариться до мягкости, чтобы его потом можно было легко растолочь. Это очень важно для текстуры нашего капустняка. Накрываю крышкой и пока все варится, займемся овощами для пассировки. Лук нарезаю кубиком. На сковородку наливаю растительное масло, разогреваю и отправляю туда лук. Пока лук жарится, натираю морковь на терке. У меня кастрюля на 2 литра, поэтому беру не целую, крупную морковь. Морковь натерла и высыпаю к луку, который уже приготовился до полуготовности. Жарю до золотистого цвета. Дальше беру томатный сок и выливаю в сковородку. Можете использовать томатную пасту, разведенную водой. Или даже свежие помидоры, протертые через терку. Готовлю еще пару минут и отставляю в сторону. Проверяю картошку с мясом. Все готово. Картофель мягкий, мясо хорошо проварилось. А теперь добавляю пшено. Вместе пусть готовится. Теперь подготовлю капусту. У меня 2 вида капусты, свежая и квашеная. Свежую капусту натираю на крупной терке. Не режу ножом, а именно натираю, так она быстро приготовится. А квашеную капусту немного измельчите ножом, если кусочки слишком длинные. Беру ступку для пюре и толку картофель прямо в кастрюле. Можете достать картошку из бульона, размять отдельно и вернуть обратно, но мне так удобнее. Она хорошо разварилась и сорт такой, что хорошо поддается. Это делается для того, чтобы крахмал связал бульон, сделал его более густым. Теперь очередь капусты. Если добавить квашеную капусту раньше, то кислота капусты не даст картофелю развариться, из-за чего картошка станет жесткой, как говорится, дубовой. Перемешиваю. Даю немного покипеть, чтобы капуста начала размягчаться. Дальше добавляю нашу обжаренную смесь лука, моркови и томата. Пассировка идет в кастрюлю именно на этом этапе, когда капуста уже размягчилась, но суп еще не совсем готов. А теперь приготовлю добавку – сало с чесноком. Возьму кусочек сала, нарежу его мелко. Можете перекрутить на мясорубке, если хотите. Мне нравится именно нарезать ножом. Получается маленькие кусочки. К салу добавляю чеснок, выдавленный через пресс. Немного разминаю, перемешиваю. Это будет наш финальный аккорд, который придаст капустняку дополнительный аромат и вкус. В кастрюлю добавляю специи. Лавровый лист, черный молотый перец и хлопья сладкой паприки. Иногда кладу копченую паприку.
Теперь самое время добавить наше сало с чесноком. Его долго не варю, иначе уйдет весь свежий аромат чеснока. Добавляем его за несколько минут до выключения. И последний штрих – зелень. Нарезаю свежую зелень, можно использовать и замороженную, если свежей нет под рукой. Укроп, петрушка, что больше нравится. Как и многие супы, капустняк становится еще вкуснее, когда немного постоит под закрытой крышкой. Все ароматы соединяются, вкусы раскрываются полнее. Очень красивый насыщенный цвет получается. Особенно вкусно такой суп в прохладную погоду. Густой, наваристый, питательный. Это именно то, что нужно для семейного обеда или ужина. Готовый капустняк предложу варить из любого мяса. Говядины, свинины, курицы. Попробуйте, экспериментируйте, находите свой идеальный вариант. А какие особенности приготовления в вашем варианте капустняка? Напишите в комментариях. Очень интересно сравнить, как готовят блюда у вас дома. Что добавляете для изюминки вкуса? Кстати, заглядывайте в заставки и в описании к видео. Там подбираю для вас рецепты, которые могут заинтересовать. А также есть плейлист «Супы». Там много супов на любой вкус. Заглядывайте почаще на мой канал. Здесь много интересных рецептов для каждого дня. Спасибо вам за теплые слова в комментариях, за поддержку. Очень приятно читать ваши отзывы, узнавать, как у вас получаются блюда по моим рецептам. Это вдохновляет продолжать снимать для вас новые видео. Приятного аппетита!